Приветствую вас на канале Блог инженера Павлова. Сколько раз так бывало, едешь и едешь на машине, вроде бы все хорошо, и вдруг оказывается, что ты едешь на ручном тормозе. И опять ты, конечно же, ругаешься, и потом ты снова лезешь под машину, чтобы подтянуть ручник. В конце концов, мне это надоело, и я решил заняться решением этой проблемы. А решение этой проблемы весьма простое. Установить на машину звуковой сигнализатор ручного тормоза. Первым делом я зашел на Яндекс, чтобы посмотреть, что делают люди, и на форуме Невоводов увидел такую схему. Это как раз то, что мне надо. Для работы этой схемы нужно всего 3 подключения. Питание 12 вольт, подключение к концевому выключателю ручного тормоза и подключение к датчику скорости автомобиля. Схема для сигнализатора выбрана. Теперь по этой схеме надо собрать готовое устройство, которое можно будет применять в автомобиле. В программе KiCad я нарисовал схему, а затем развел печатную плату. Файлы проекта платы я отдал в производство. И через некоторое время получил печатные платы. Все необходимые радиодетали у меня есть, поэтому перехожу сразу к сборке устройства. Процесс сборки снимать не буду, а покажу сразу конечный результат. Вот она, плата с установленными радиоэлементами. Винтовой клеммник для подключения проводов использовать не стал, а сразу припаял провода необходимой длины к плате. Это повысит надежность работы устройства. Проверю, как работает сигнализатор ручного тормоза, подав на него питание. Как слышно, сигнализатор пикает. Устройство, собранное по схеме из интернета, вполне работоспособно. Для защиты платы от влаги, которая может вызвать коррозию, покрою плату акриловым лаком. Лак на плату нанесу кисточкой. Акриловый лак, согласно инструкции, полностью высохнет через 24 часа, так что придется немного подождать. Плата после высыхания лака. Видно, как она вся блестит. Теперь для электроники влага не страшна. Корпус для данного устройства делать не буду, а для защиты платы надену термоусадочную трубку. Для полного счастья наклею бумажку с описанием выводов устройства и его названия. А назову это устройство ZCRT, что означает звуковой сигнализатор ручного тормоза. Устройство ZCRT готово, пойду теперь внедрять его в автомобиль. Устройство ZCRT я размещу за панелью приборов, так как там есть все необходимые точки для подключения данного устройства. Как уже говорил, для подключения звукового сигнализатора ручного тормоза достаточно подключить 3 провода к следующим точкам автомобиля. К датчику скорости автомобиля, концевому выключателю ручного тормоза и клемме 15 замка зажигания. Для установки звукового сигнализатора ручного тормоза на автомобиль Lada Niva звуковой сигнализатор нужно подключить к следующим точкам панели приборов. Белая колодка. На контакт 5 приходит сигнал от концевика ручного тормоза, а на контакт 7 приходит питание от замка зажигания с клеммы 15. На красной колодке на 12 контакте присутствует сигнал с датчика скорости автомобиля. Подключение выполнено. Звуковой сигнализатор закреплен изолентой на жгуте проводов. Теперь остается собрать панель приборов и поехать провести проверку работы звукового сигнализатора ручного тормоза. В процессе эксплуатации звукового сигнализатора ручного тормоза на автомобиле были выявлены недостатки схемы, взятые из интернета. Поэтому данная схема была доработана. Резистор номиналом 56 кОм заменен на резистор номиналом 51 кОм, а также добавлен еще один резистор номиналом 12 кОм. Теперь электроника сигнализатора работает как надо. После доработки покрываю платы акриловым лаком, одеваю термоусадочную трубку и устанавливаю сигнализатор на автомобиль. Мы движемся, и сейчас я возьму и подтяну ручной тормоз. Слышно, как запикал сигнализатор ручного тормоза, сообщая водителю, что автомобиль находится на ручном тормозе. Отпускаю ручной тормоз, звук пропал. В общем, звуковой сигнализатор работает как надо.
Вообще данный сигнализатор подходит не только на автомобиль Lada Niva, но и на другие автомобили, которые оборудованы электронной системой управления двигателем и датчиком скорости на основе эффекта Холла. Ну что, всем вам желаю всех благ. Не ездите на ручнике. И до новых встреч, друзья. Всем пока. В интернет-магазине Povstory.ru можно приобрести готовый звуковой сигнализатор ручного тормоза для самостоятельной установки на свой автомобиль.